Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков канала. Обязательно оставайтесь, подписывайтесь. Здесь много интересного и впереди еще предстоит много интересного. Спасибо всем подписчикам, постоянным зрителям за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы, предложения, пожелания. Очень-очень-очень приятно. Я к вам сегодня с новым узором. Ниточки у нас уже такие были в наших узорчиках. Это Yarnart Jeans. Новички, кто не знает, это хлопок с акрилом. Очень классные ниточки. У них очень широкая палитра. Это как бы не реклама, просто я попробовала и подсела, так скажем, на эти ниточки. У меня много пледиков детских связано этими ниточками. Цвета, конечно, не передаются камерой, но, скажем, это бледно-желтый и такой спокойно голубенький. Кажется, что яркий, да? Итак, что же нам советует производитель по поводу крючка? Они говорят нам, берите крючок 3,5 мм. Мы берем 3,5 мм, нашу рабочую лошадку. Ну что, приступаем? Итак, начнем с такого вот синенько-голубенького. Кто смотрел мои видео, тот знает, а если вы не посмотрели, то посмотрите обязательно. Пролайкайте и прокомментируйте. Я буду ждать ваших отзывов. Так вот, набираю я всегда небольшое количество петелек в районе 30. Да, есть 29 узорчики петелек, есть, конечно, и 40, и даже 57. Но сегодня мы с вами набираем стандартно 30 петелек. Так, зафиксировали. И набираем 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот он, наш будущий образец. Нам этого будет достаточно, чтобы рассчитать необходимое количество пряжи на то или иное изделие. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы с вами берем и набираем 5 воздушных петелек. Вы пока повторяйте, потом поймете, хорошо? Итак, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь, чтобы не ошибиться, отсчитываем седьмую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в нее будем вязать столбик с 3 накидами. Итак, раз накид, два накид, 3 накид. Держимся на крючке. Вводим крючок вот в эту нашу седьмую петельку. Так. И захватываем ниточку и провязываем по 2 петельки. Раз, два, 3, 4. То есть у нас как бы получается вот это вот мы сымитировали столбик с 3 накидами, сам столбик с 3 накидами, опять 3 накида. И в следующую петельку нашей цепочки вяжем точно такой же столбик с 3 накидами. Взяли ниточку и провязываем 2, 2, 2, 2. Таким образом у нас с вами получается как бы 3 таких вот больших столбика с 3 накидами. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем в цепочке тоже 3 петельки. Раз, два, 3. И в четвертую опять сделаем столбик с 3 накидами. Так. Раз, два, 3, 4. И еще 2 столбика, чтобы у нас всего было 3 столбика. Раз, два, 3 накида. В следующую петельку воздушной цепочки из воздушных петелек вводим крючочек и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Раз, два, 3. Опять накида. И опять в следующую петельку цепочки делаем столбик с 3 накидами. Провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Так. Вот у нас получается с вами 3 столбика. 3 пропустили петельки. Здесь 3 воздушные. И опять 3 столбика. И продолжаем так до конца ряда. 3 воздушные петельки. Опять 3 накида. 3 петельки цепочки пропустили. Раз, два, 3. И в четвертую начинаем вязать столбик с 3 накидами. 2, 2, 2, 2. Несложно, да? Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Итак, смотрите. Вот мы практически довязали до конца. Так, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. И тут, да, мы, по идее, должны с вами провязать 3 воздушные, но мы здесь оставляем пока вот так вот нашу петельку. Не переживайте. Так,
Что делаем дальше? Дальше мы берем новую ниточку. Новую ниточку. В моем случае желтую. Вы можете взять любую другую. Ну, опять же, объясняю для контраста. Может быть, вы будете вообще одним цветом делать. Как бы. Повернули наше вязание. Вот так вот по часовой стрелочке. Аккуратненько. Так. И теперь мы будем с вами вязать то же самое. Так. Вот эту воздушную цепочку воздушных петелек. Но там, где у нас воздушные петельки, вот раз, два, три, мы будем делать столбики. Вот там, где столбики уже есть, мы будем делать воздушные. Столбики, воздушные, столбики, воздушные. Сейчас покажу. Итак, вот у нас с вами 3 петельки осталось. Раз, два, три. Берем за третью. Да, сейчас пока просто повторяйте, потом поймете. Взяли новую нашу ниточку. Так. Зафиксировали. Здесь у нас опять будет 5 петелек подъема. Ну, раз такой длинный столбик, да? Смотрите, повторяем еще раз, как мы можем в процессе вязания ниточку запрятать. Большой кончик, видите, я оставила. Делаем его крест-накрест, слева направо. И провязываем первую воздушную петельку. Раз. Опять справа налево теперь. Вторая петелька. Слева направо. Путаем, да? Третья петелька. Справа налево. Четвертая петелька. И слева направо. Пятая петелька. Все. Ниточку, кончик мы запутали в процессе нашего вязания. Мы можем отрезать, с ней ничего не случится. Проверено. Что делаем дальше? Опять 3 накида. И в следующую петельку делаем столбик с 3 накидами. По 2 петельки провязываем. Раз, два, три. И 3 и 4. Раз, два, 3 накида. И следующая получается у нас петелька. Вот она, третья. Опять провязываем столбик с 3 накидами. Раз, два, три, 4. Теперь у нас здесь 3 столбика, а мы в свою очередь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 3 накида. Вот, где у нас воздушные петельки. Мы в них будем провязывать 3 столбика с накидом. То есть вот такая вот в шахматном порядке, да, вот такая вот мозаика у нас. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3 накида. Следующую петельку. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3 накида. И следующую петельку. Раз, два, три, 4. Дальше у нас идут 3 столбика. Значит, мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем эти столбики. И там, где воздушные, там делаем столбики. Не сложно? Смотрите. То есть мы пока выполняем вот так вот. Где воздушные, там столбики. Где столбики, там у нас воздушные. Где у синеньких воздушные, у нас желтенькие столбики. Там, где синенькие столбики, у нас будут желтенькие воздушные. Угу. Вот так вот провяжите воздушные столбики, воздушные столбики, воздушные столбики. Тут я вас встречу и дальше расскажу, что будет интересненькое. Давайте. Так, смотрите, провязали до конца. Так, 3 столбика. И дальше воздушные петельки тоже не вяжем. Остановились на этом. Дальше продолжаем вязать желтой ниткой. Синяя пока лежит, мы ее не трогаем. Итак, делаем 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, 4, 5. И у нас тут будет поворот. Так. 3 накида. И вот он. Первый, получается, мы как бы провязали. Вот он второй столбик. Во второй столбик вводим крючок в верхушку и провязываем столбик с 3 накидами. Раз, два, 3, 4. И третий столбик точно так же. 3 накида. Раз, два, 3. Ввели крючок в верхушку третьего столбика, но здесь внимательно. Видите, у нас синий внизу. Так. Мы что делаем? Мы его вот так вот заворачиваем сзади, присоединяем к желтому. И здесь мы должны с вами захватиться вот за последнюю петельку подъема, которую мы делали, то есть имитировали первый столбик, да? Давайте за него захватимся, дальше вы поймете принцип. Вытаскиваем ниточку и провязываем 2, 2, 2, 2. Так, вот, пока получается так. Что делаем дальше? По узору у нас идет 3 воздушные петельки. Мы их делаем. Раз, два, 3. Опять 3 накида.
И будем провязывать желтый столбик. Первый, верхушка желтого столбика. Но тут мы захватываем арочку нашу. Видите, между столбиками синюю арочку захватили. Ниточку протянули и провязываем столбик с 3 накидами. 2, 2, 2, 2. Опять 3 накида. Верхушку второго желтого захватили. А у синего захватили арку между столбиками. Сейчас покажу, что будет получаться. 2, 2, 2, 2. Опять 3 накида. Верхушка третьего желтого столбика и арка синего ряда. Понятно? То есть у нас будет как бы крестик формироваться. 2, 2, 2, 2. Смотрите. Видите? То есть синий идет в ту сторону столбики, справа налево, да? А желтый слева направо. Видите, как они друг дружку перекрывают. Сейчас покажу синюю сторону. Вот, видите? Он как бы автоматически наклоняется синенький, а желтенький идет сзади. Вот такой вот двойной рисуночек классный. Продолжаем дальше. Смотрите, ничего сложного. Вы опять делаете по узору также 3 воздушные петельки, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Только когда вы 3 столбика будете вязать желтенькие, вы захватываете сзади арочку синенькую. Поняли, да? Ну-ка давайте сами до конца ряда посмотрим, что у вас получится. А я уверена, что у вас получится. Давайте. Так. У вас такая же красота получается. Столбики воздушные, столбики воздушные, столбики воздушные, столбики воздушные, столбики. Остановились, воздушные не делаем. Угу. А то сейчас разгонимся. Остановились, желтую оставили в покое. Хотите посмотреть, что получится с обратной стороны? Гляньте. Опа! Супер! Синенькие перекрывают желтенькие. Так? А переворачиваем сюда. Желтенькие перекрывают синенькие. Так, вот мы с вами сделали желтый ряд. Оставляем его в покое. Дальше будем продолжать синим. Точно так же 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные. Ничего не меняется, все одно и то же. Тут просто принцип будет именно, как связать этот ряд. Смотрите, внимательно, не пропустите этот момент. Делаем 5 воздушных петелек подъема. Так, пока повторяйте. 1, 2, 3, 4, 5. И тут у нас идет поворот. Угу. И мы должны вязать с вами синий ряд. Все бы ничего, но мы будем с вами вязать не просто синий ряд, а мы будем вязать синий ряд таким образом, что желтый мы вот так вот на себя завернем. Смотрите. Оп. Вот так вот. И держим. Сейчас вы увидите. Тут у нас 3 столбика. Вот мы сделали первый столбик. 5 петелек подъема. 1, 2, 3 накида во вторую верхушку второго столбика делаем. И провязываем 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3. И у нас есть с вами там третий столбик, да? Вот он, верхушка его. Провязываем его. 2, 2, 2, 2. Пока ничего сложного. Дальше по узору идут 3 воздушные петельки. Делаем их. 1, 2, 3. Опять идут 3 столбика с 3 накидами. 1, 2, 3. Так, смотрим. Где же у нас эти столбики? Вот они. Видите? 1, 2, 3. Мы берем верхушку первого столбика, но не просто верхушку. Мы захватываем сзади еще желтую арку. Опа! И провязываем вместе. 2, 2, 2, 2. Опять 3 накида. 1, 2, 3. Верхушку второго столбика берем и арку желтую. Видите? Арку желтую захватываем. Хоп. 2, 2, 2, 2. И третий столбик. 1, 2, 3. Опять верхушку третьего, но сзади у нас идет арка желтого. Мы ее вот так вот, хоп, захватили тоже. Красота. Сейчас покажу. 2, 2, 2, 2. Вытянем. Смотрите, если мы распрямим наш желтый ряд, опля, у нас получится опять желтый будет перекрывать синий. Понятно? А если перевернуть, то синий будет перекрывать желтый. Скажите, прикольно. Тут самое главное не запутаться, да? Давайте продолжим еще раз вместе, а дальше самостоятельно. Итак, мы договорились, что желтый ряд
в данном случае мы вот так вот на себя заворачиваем. Оп, оп, как листик бумажки, да? Все. И провязываем дальше. После 3 столбиков у нас идут 3 воздушные. Вот мы их и делаем. Так, делаем. Раз, два, три. Потом 3 накида. Пропускаем да? Пропускаем наши 3 желтые столбика. И переходим к нашим синим столбикам. Берем верхушку синего столбика и арку желтого. Все то же самое. 2, 2, 2, 2. Дальше справитесь самостоятельно? Ну-ка, давайте. Справляйтесь. Потом посмотрим, что получилось. Так, смотрите. Ну что, у вас также получилось? Заканчиваем 3 столбиками и стоп. Опять, то есть воздушные петельки не делаем. Угу. Вот. Вот такая красота. Если мы перевернем вот так вот желтый. Вот. Видите, как происходит? Оно как бы будет переплетаться. Желтый-синим, желтый-синим. Увидите. Итак, вот мы синий с вами закончили. Мы его петельку вытаскиваем, оставляем в покое. Теперь работаем с желтым. Так. Берем желтый. Опять же у нас повторяется тот же самый узор. То есть мы сейчас будем делать 5 воздушных петелек подъема, чтобы сделать 3 столбика. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Так. Переворачиваем наше вязание. И теперь мы с вами провязываем второй столбик. 1, 2, 3. Просто столбик в столбик, ничего лишнего. 2, 2, 2, 2. И третий столбик. 1, 2, 3. Вводим крючок в столбик, а вот здесь нам с вами необходимо будет захватить, помните, тот самый первый столбик, а именно 5 петелек подъема. Вот мы за 5-ю петельку хватаемся и присоединяемся. Ну, потому что здесь воздушных нету, да, не за что зацепиться, поэтому за столбик. Вот такая вот особенность. 1, 2, 3, 4. Вот, смотрите, желтенький, он был сзади, теперь он переходит наперед. Потом он опять пойдет назад, потом опять наперед. Вот такие вот колосочки будут так вот спирально закручиваться. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 накида. И теперь мы с вами вяжем так же, как мы с вами вязали предыдущий желтый ряд. То есть мы берем верхушку желтого ряда, да, столбика, и арку синего. Все. 2, 2, 2, 2. Опять 3 накида. Верхушка желтого второго столбика, арка синего. 2, 2, 2, 2. Опять 3 накида и третья верхушка, да, третьего столбика и арка синего. Хоп. То есть мы вот так вот их друг дружкой заворачиваем. 2, 2, 2, 2. Понятно? Вам нужно обязательно самим это провязать, чтобы самим это понять. Видите, и синенький тоже. Шел спереди, ушел назад. В следующий раз он пойдет спереди. Потом опять уйдет назад и так далее. Угу. Давайте еще раз самостоятельно желтый, потом еще раз повторим синенький. Посмотрим, что получается. Итак, сейчас вы делаете 3 воздушные петельки, 3 столбика желтых, зацепляете за арку синих. Потом опять 3 воздушные петельки, опять 3 столбика желтых, закрепляете за арку синих. Угу. 3 воздушные петельки, 3 столбика желтых, закрепляете за арку синих. И стоп. Там я вас встречу. Давайте. Итак, смотрим. У вас также получается. Начали мы с 3 столбиков. 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Стоп. Воздушных мы дальше не делаем. На этом мы наш желтый ряд заканчиваем. Ниточку, петелечку мы вот так вот вытягиваем. Теперь мы будем вязать синий ряд. Итак, берем нашу синюю петельку. И по узору, ой, ловись петелька, большая и маленькая. Оп, поймали. Итак, по узору у нас здесь тут 3 столбика, да? То есть мы делаем 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Помните, да, что когда синий мы вяжем, мы желтенький вот так вот сгибаем на себя.
Угу, не забудьте, это важный момент. Итак, второй столбик провязываем 3 петельки, 3 накида, и во второй столбик вводим крючок и провязываем обычный столбик с 3 накидами, ничего лишнего не зацепляем. Опять 3 накида, и в третий столбик провязываем наш столбик с 3 накидами, просто одинешенек столбик. Дальше идут 3 воздушные петельки по узору и 3 столбика с 3 накидами. Желтый ряд повернули на себя, и поэтому, когда мы столбики синие провязываем, то сзади мы автоматически захватываем желтую арку. Вспомнили, да? Оп. И раз, два, три, 4. Опять 3 накида. Раз, два, три. Второй столбик взяли, захватили арку желтую. Опять раз, два, 3, 4. Раз, два, три. И третий столбик взяли и захватили арку. Все, ничего сложного. Желтый мы вяжем обычно, а синим мы накладываем перед собой желтенький ряд. 3 воздушные петельки. И опять будем провязывать вот эти столбики наши синенькие, захватывая желтую арочку. Понятно? Смотрите. Вот. У нас опять получается синенький был сзади, спереди. Теперь он опять будет сзади. Класс. Класс. Ну, принцип понятен, да? Желтенький потом будете вязать обычно, а синенький ряд желтый накладываем на себя. Угу. Я надеюсь, я все доступно, понятно объяснила. Давайте свяжем несколько рядочков, увеличим наш узорчик и посмотрим, что получается. Естественно же замерим. Хорошо? Давайте. Итак, девчат, смотрите, я сделала несколько рядочков. Класс. Скажите, да? Вот такие вот получаются узорчики. Смотрите, я опережая, так скажем, ваш вопрос. Оль, ну вот мы довязали до конца, а дальше нам как закончить, да? Смотрите, раз мы с вами начинали, ну, допустим, с какой мы начинали? Синенькой, желтенькой, ну, неважно. Вот вы захотели, все, сказали, я заканчиваю. Так, что мы делаем дальше? Я предлагаю вот так вот, ну, как бы, сымитировать окончание нашего узора. И в дальнейшем мы будем с вами провязывать, сейчас, секундочку, наоборот, синенькая будет вот так вот, а желтенькая будет вот так вот. Так, и мы с вами будем провязывать, ну, допустим, столбиками просто без накида. Почему бы и нет, да? Так, например, допустим, я буду заканчивать желтой ниточкой. Вот я вязала, решила, что мне уже все достаточно. Я сделала одну воздушную петельку, повернула. Сюда же в этот столбик я делаю столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Так. А потом я буду провязывать в нашу арочку, но при этом я буду захватывать сзади синенькие столбики. То есть я ввела крючок в арочку, и вот у меня были 5 воздушных петелек подъема. Я в последнюю 5-ю петельку вставляю крючок и провязываю вот так вот столбик без накида. Хоп. Опять в арочку, то есть у нас вторая воздушная там петелька, да, и второй столбик синенький. Хоп. И получается 3-я петелька в арочку и 3-й столбик синенький. Оп. Провязали, да, то есть мы также повторили наш, как идет наш узорчик. Что делаем дальше? Дальше у нас идет, получается, 3 столбика желтых. То есть мы в первый столбик ввели, а сзади у нас арочка синяя. Раз. Второй столбик ввели, а сзади опять арочка синяя. 2. Столбик ввели, а сзади в третий столбик желтый, а сзади арочка синяя. Да? И мы вот таким образом, получается, с вами доделываем до конца узор. Вот. Теперь арка желтая, а столбики синие. Сейчас. Раз. Арка желтая, 2. Столбик синий, 2. Арка желтая, столбик синий, 3. Теперь меняем местами. Желтые столбики, синяя арка. Желтые столбики, синяя арка. Желтый столбик, синяя арка. И так далее до конца ряда. Да? Мы с вами повторили. Вот на желтенькая, желтенькая. И мы повторили желтенькую. Да? И у нас как бы сохраняется наш узорчик. Ну давайте, раз мы здесь уже практически закончили, давайте замеряем, сколько это будет в сантиметрах.
Итак, вот мы с вами набирали, получается, здесь 30 петелек. Так. Это в сантиметрах этой ниточкой, этим крючком, этой плотностью вязания, ну, 14 сантиметров целых. Так. И получается, как тут просчитать ряды, да? Они же один на один накладываются. То есть раз, два, три, 4, 5, грубо говоря, рядов, да? И последняя обвязка. Так, ну это будет 9,5 сантиметров. Я считаю, узор классный, узор шикарный. Он получается двусторонним. Ну, естественно, он не будет так сильно тянуться, чуть-чуть. А зачем нам, да? Кофточка, топики. Возможно, кардиганчики. Возможно, снудики, шарфики. Да? И цвета можно разные, и переходящие. А если это будет градиент, так вообще безумно классно. Итак, как всегда, я жду ваших комментариев, куда бы вы использовали данный узор, да? И хотела вам показать, девчата, кто помнит в школе. Помните, мы вот такие вот рисовали схемки, да? Раз, два, там, 3, 4, 5, там, на 3 и так далее. Помните, вот такие вот? Чик-чик-чик. Я у дочки спросила, говорю, вы так рисуете? Она говорит, нет, мама, что это? Кто помнит, на уроках рисовали вот такие вот. Разукрашивали разноцветным. Помните? Ага. Напишите в комментариях, кто так же делал. А кто не делал, скажите, что это такое. Да? И для чего это оно надо было. Помните? Ну так, схематично. Скажите, похоже, да? Ну, мы в одну сторону делали, в другую сторону делали. Делали из 5 грядочек, из 3, из 10. Класс! Вспомните, да? Вот, я когда вязала, так думаю, точно, это тот самый узор. Ну что, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, я объяснила доступно, понятно. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчики, впереди много интересного. Класс! Класс! Все. До новых видео. Всем пока-пока.